Всем привет! Сегодня мы встречаемся на кухне, а это значит, что будет обзор на очередную мамскую приблуду. А вы на канале Мама Флория, у меня «Жизнь и идеи в свечах», и сегодня о жизни. И как бы не показалось странным, но обзор будет на очередной аэрогриль. Наш Рассел Хоббс пал смертью храбрых через 3 месяца использования, и поэтому снова стал выбор, что же купить, какой аэрогриль. И так как опыт использования уже был, то были уже и определенные требования. После очередного изучения рынка аэрогрилей выбор пал на Ninja, Consori, Philips. И после сравнения этих моделей мы все-таки решили купить Ninja. Этот обзор будет строиться в виде сравнения между Рассел Хоббс и Ninja, так как уже есть с чем сравнивать. Начнем с минусов, так как их в принципе не сильно много. Минусы данной модели заключаются в том, что по сравнению с Рассел Хоббсом, то, что у нее нет предустановленных программ. У Рассел Хоббса они были, то есть ту же картошку фри можно было нажать кнопочку, там уже предустановленная была программа градусы и время. Здесь этого нет, здесь все надо выставлять вручную. Также, опять же, по сравнению с Рассел Хоббс, в середине готовки нет напоминания о том, что надо перевернуть приготовленное блюдо. Это тоже как бы очень удобно у Рассел Хоббс было, потому что тебе не надо как бы держать это в голове, звучит сигнал, ты идешь, переворачиваешь то, что ты готовишь, и оно доготавливается еще какое-то время. Здесь все время это надо держать в голове, что там ту же курицу надо перевернуть, ту же там рыбу надо перевернуть, и, можно сказать, на будильнике заводить время. Также небольшой шнур, как и у Рассел Хоббс, я так понимаю, это у всех аэрогрилей, небольшой шнур, то есть всегда надо ставить поближе к розетке. Ну и, наверное, из минусов это все. Теперь о плюсах. Первый плюс хочу отметить, опять же, по сравнению с Рассел Хоббс. Если кто-то не смотрел обзор на старый наш аэрогриль, оставлю ссылочку сверху. В том обзоре я говорила про самый большой минус, это был шум. Ninja в этом плане очень комфортный аэрогриль, шум достаточно вменяемый, и в конце нету громкого пикания, он издает всего лишь один гудок, да, и все, аэрогриль выключается. Из плюсов также хочу отметить то, что у него матовое покрытие, не глянцевое, соответственно, меньше пятен пальцев на нем заметно, очень хорошо моется в посудомойке. Здесь есть больше именно программ, но которые надо устанавливать самому. Градусы и время, как небольшая подсказка, есть вот такая вот заметочка на коробе. В принципе, к этому уже потом пристраиваешься, и это уже не такой, ну, скажем так, большой минус. Что тут есть из кнопок? Включение-выключение, регулировка температуры больше-меньше, регулировка времени больше-меньше и старт-стоп. То есть в середине приготовления можно там остановить или поставить на паузу. Скрисп для приготовления блюд, скажем так, замороженных. Той же картошку фри, если она заморожена, она быстрее приготавливается, или там те же креветки. Потом уже знакомый нам аэрогриль, жарка, выпечка, разморозка и кнопка «Делать сухофрукты». Я, в принципе, пользуюсь в основном только двумя кнопками вот этими первыми, то есть либо с заморозки продукты, либо просто обычный аэрогриль. Разморозка, у меня для разморозки есть микроволновка, если мне надо, и выпечка я все-таки пеку больше в духовке, то есть если печешь, опять же, печешь много, и там ради 4-5 штук я не заморачиваюсь таким. Вот. Ну и жарко тоже жарю я, в принципе, на сковородке. Как-то вот не прижилось у меня. Чаша на 6 литров в целом достаточно вместительная для семьи из 4 человек. Нам вполне хватает. Так же, как и в Рассел Хоббс, есть съемная решетка. Ее можно ставить на 2 разных уровня и даже готовить какие-то продукты там на нижнем уровне и на верхнем уровне. Либо, если вы хотите, опять же,
же, побольше корочку, такую позажаристей, то тоже можно готовить на верхнем уровне. На моей чаше здесь есть такие выемки. То есть, когда мы кладем решетку на нижний уровень, в решетке есть такие впуклости, прорези. Впуклости, прорези. В общем, называйте как хотите, сейчас не приходит другое слово на ум. И, в общем, вот этими, значит, прорезями мы попадаем на эти выемки. Она хорошо заходит. Чтобы поставить на верхний уровень, мы как раз-таки переворачиваем решетку и на эти выпуклости ставим решетку. И таким образом получается верхний уровень. Очень легко задвигается в короб, без вообще прилагания каких-либо усилий. Как в любом аэрогриле, сзади у него выходное отверстие, поэтому ставить нужно подальше от стенки. Ну и, наверное, все, что я хотела рассказать. Если возникнут вопросы, задавайте в комментариях, с удовольствием отвечу. Буду рада вашим лайкам, комментариям и, конечно же, подписке на мой канал.